Урок 1. Как вы начали свой сегодняшний день? Привет, Анна, как ты сегодня начал свой день? Сегодня я начал выходной с чашки кофе. Это популярный способ начать утро. Да, это помогает мне чувствовать себя более бодрым и сосредоточенным. Есть ли у вас утренние ритуалы или распорядок дня? Обычно я посвящаю несколько минут растяжке и глубокому дыханию. Это отличный способ сосредоточиться до начала дня. Это помогает мне чувствовать себя более уверенно и подготовиться к предстоящему дню. Какие-либо конкретные планы или цели на сегодня? Мне нужно выполнить несколько рабочих задач и встретиться во второй половине дня. Похоже, впереди насыщенный день. Не забывайте также делать перерывы. Да, я обязательно сделаю короткие перерывы для отдыха и расслабления. Это важно для поддержания производительности и благополучия. Я согласен, баланс — это ключ к успеху. Желаю вам успешного и продуктивного дня, Анна. Спасибо, Джон. Я ценю это. Тоже отличного дня. Добро пожаловать, Анна. Береги себя и хорошего дня. Урок 2. Как вы себя чувствуете сегодня? Привет, Анна, как ты себя чувствуешь сегодня? Я чувствую себя увлажненным и отдохнувшим. Приятно это слышать. Ты выпил достаточно воды. Да, я старался пить много воды в течение дня. Сохранение гидратации важно для нашего общего самочувствия. Согласен, это помогает мне чувствовать себя более энергичным и сосредоточенным. Какие-нибудь советы по борьбе с обезвоживанием? Я всегда ношу с собой бутылку воды и часто пью глотки. Это хорошая привычка. Легко забыть пить достаточно воды. Это требует некоторой практики, но со временем это становится привычным явлением. Замечаете ли вы какие-либо преимущества от обезвоживания? Определенно. Это улучшает состояние моей кожи, пищеварение и общее состояние здоровья. Это замечательно. Продолжай в том же духе, Анна. Спасибо, Джон. Я так и сделаю. Хорошего дня. Ты тоже, Анна. Избегайте обезвоживания и берегите себя. Урок 3. Включаете ли вы упражнения в свой распорядок дня? Привет, Анна. Вы включаете упражнения в свой распорядок дня. Да, я занимаюсь физическими упражнениями около 30 минут. Отлично. Какие упражнения ты обычно выполняешь? Мне нравится сочетание кардио и силовых упражнений. Как вы находите время для ежедневных упражнений? Я уделяю этому приоритетное внимание и планирую это на свой день. Это разумный подход. Последовательность– ключ к успеху. Это помогает мне оставаться активным и поддерживать физическую форму. Есть ли у вас любимые упражнения или тренировки? Мне нравится бег трусцой, йога и упражнения с собственным весом. Это отличный выбор для поддержания формы и гибкости. Они хорошо работают на меня и мотивируют меня. Как вы себя чувствуете после тренировки? Я чувствую прилив энергии и бодрости, готов к новому дню. Удивительно, как упражнения могут иметь такой положительный эффект. Абсолютно.
Это важно как для физического, так и для психического благополучия. Продолжай в том же духе, Анна. Твоя самоотверженность вдохновляет. Спасибо, Джон. Я ценю твою поддержку. Добро пожаловать, Анна. Отлично потренируйся сегодня. Спасибо, Джон. Ты тоже. Будьте активны и берегите себя. Урок 4. Вы сегодня накрасились. Привет, Анна, ты сегодня накрасилась. Да, сегодня утром я нанесла макияж. Отлично. Какой макияж ты обычно носишь? Обычно я ношу тональный крем, тушь и губную помаду. Сколько времени у вас обычно уходит на макияж? На макияж у меня уходит около 10-15 минут. У вас есть любимые бренды или продукты для макияжа? Мне нравится использовать сочетание аптечных и дорогих брендов. Приятно иметь варианты и находить то, что подходит именно вам. Да, все дело в личных предпочтениях и в том, что заставляет меня чувствовать себя уверенно. Есть ли у вас какие-либо советы или рекомендации по макияжу? Я всегда увлажняю кожу перед нанесением макияжа. Это хороший совет. Уход за кожей важен для гладкого нанесения. Абсолютно. Это помогает моему макияжу выглядеть естественнее и держаться дольше. Ты всегда отлично выглядишь, Анна. Твой макияж тебе хорошо идет. Спасибо, Джон. Я ценю ваше доброе слово. Добро пожаловать, Анна. Хорошего дня с макияжем. Спасибо, Джон. Ты тоже. Береги себя и хорошего дня. Ты тоже, Анна. Оставайся красивой и уверенной в себе. Урок 5. Что вы сегодня ели на завтрак? Привет, Анна, что ты сегодня ела на завтрак? Я съел легкий завтрак из овсяной каши с фруктами. Звучит здорово и питательно. Да, это дает мне энергию для начала дня. Вы обычно едите легкий завтрак. Да, я предпочитаю начинать свой день с чего-то легкого. Вы пробовали есть яйца на завтрак? Да, иногда я ем яичницу с тостами. Яйца– хороший источник белка. Они заставляют меня чувствовать себя сытой и довольной. Овсянка и яйца– отличные варианты завтрака. Они обеспечивают хороший баланс питательных веществ. Добавляете ли вы начинку в овсянку? Мне нравится добавлять немного корицы и немного меда. Звучит очень вкусно. Как-нибудь мне придется его попробовать. Это придает овсянке немного аромата и сладости. Спасибо, что поделилась вариантами завтрака, Анна. Добро пожаловать, Джон. Хорошего дня. Ты тоже, Анна. Приятного завтрака и заботьтесь о себе. Урок 6. Что вы обычно берете с собой на обед? Привет, Анна, что ты обычно упаковываешь на обед? Я быстро упаковываю салат или сэндвич на обед. Это удобный и полезный для здоровья выбор. Да, это позволяет мне сбалансированно питаться в дороге. Какие салаты ты готовишь?
Мне нравится смешивать зелень с овощами и добавлять немного белка, например, курицы или бобов. Звучит освежающе и сытно. Это заставляет меня чувствовать себя довольным в течение всего дня. А как же сэндвичи? Обычно я предпочитаю цельнозерновый хлеб с постным мясом и овощами. Просто и вкусно. Есть ли у вас любимые заправки или спреды? Мне нравится использовать винегреты или хумус в качестве более здоровой альтернативы. Это хороший способ добавить аромат без лишнего количества калорий. Именно так. Все дело в поиске баланса. Есть ли у вас какие-либо советы по быстрой и простой упаковке ланча? Заблаговременная подготовка ингредиентов и использование многоразовых контейнеров очень помогают. Это разумный подход к экономии времени и сокращению отходов. Это удобно в напряженные дни. Что ж, ваши упакованные ланчи звучат очень вкусно и питательно. Спасибо, Джон. Я ценю это. Добро пожаловать, Анна. Приятного обеда и отличного дня. Спасибо, Джон. Ты тоже. Береги себя. Урок 7. Как вы обычно добираетесь до работы? Привет, Анна, как ты обычно добираешься до работы? Я езжу на работу на велосипеде, это занимает около 20 минут. Это здоровый и экологичный способ передвижения. Да, это и удобно, и приятно. Сталкиваетесь ли вы с какими-либо проблемами, когда едете на работу на велосипеде? Иногда мне приходится перемещаться по пробкам, но в целом поездка проходит гладко. Заметили ли вы какие-либо преимущества езды на работу на велосипеде? Это помогает мне оставаться активным и экономит деньги на транспорте. Отлично. От этой ситуации выигрывают все. Кроме того, это освежающий способ начать и закончить рабочий день. Есть ли у вас какие-либо советы по безопасной езде на велосипеде? Важно носить шлем, соблюдать правила дорожного движения и иметь светоотражающее снаряжение. Безопасность всегда должна быть приоритетом. Безусловно, это очень важно при езде на велосипеде по городу. Что ж, похвально, что вы выбираете велосипед в качестве поездки на работу. Спасибо, Джон. Мне это очень нравится. Добро пожаловать, Анна. Приятной поездки на работу на велосипеде и продуктивного дня. Спасибо, Джон. Ты тоже. Береги себя. Урок 8. Что вы делаете в первую очередь, когда приступаете к работе? Привет, Анна, что ты делаешь первым делом, когда приходишь на работу? Мне нравится сначала следить за электронными письмами. Это хороший способ оставаться организованным и информированным. Да, это помогает мне расставлять приоритеты в задачах на день. Как эффективно управлять почтовым ящиком? Я стараюсь сразу отвечать на срочные письма и классифицировать других на потом. Какие-нибудь советы, как быть в курсе электронных писем? Может быть полезно установить назначенное время для проверки электронных писем и ответа на них. Это разумный подход, позволяющий не отвлекаться постоянно. Это позволяет мне сосредоточиться и на другой важной работе. Есть ли у вас какие-либо стратегии управления большим объемом электронных писем? Я использую фильтры и папки для упорядочивания и сортировки писем. Это хороший способ упорядочить вещи и сделать их легкодоступными. Да, это экономит время и предотвращает потерю важных писем.
Похоже, у вас есть хорошая система управления электронной почтой. Спасибо, Джон. Это помогает мне оставаться продуктивной. Добро пожаловать, Анна. Удачного вам дня на работе. Спасибо, Джон. Ты тоже. Береги себя. Урок 9. Что вы будете делать в следующий раз после проверки электронной почты? Привет, Анна, что ты будешь делать дальше после проверки электронной почты? Я проверяю свой календарь, чтобы узнать, какие у меня встречи. Это хороший способ спланировать свой день и оставаться организованным. Да, это помогает мне распределять время для разных задач. Как вы расставляете приоритеты во встречах? Обычно я расставляю приоритеты встреч в зависимости от их важности и срочности. Есть ли у вас какие-либо стратегии подготовки к встречам? Я обязательно просматриваю все соответствующие материалы или заметки заранее. Это активный подход, позволяющий хорошо подготовиться. Это помогает мне активно участвовать и вносить свой вклад во время встреч. Какие-нибудь советы по организации последовательных встреч? Важно делать короткие перерывы между встречами и сохранять концентрацию. Это хороший способ избежать эмоционального выгорания и сохранить производительность. Да, это позволяет мне оставаться вовлеченным и внимательным. Что ж, похоже, у вас есть хороший распорядок для организации встреч. Спасибо, Джон. Это помогает мне оставаться организованным и эффективным. Добро пожаловать, Анна. Удачного вам дня на встречах. Спасибо, Джон. Ты тоже. Береги себя. Урок 10. Есть ли у вас какие-либо советы, как избежать пробок во время поездок на работу? Привет, Анна. Есть ли у вас какие-либо советы, как избежать пробок во время поездок на работу? Обычно я приезжаю рано, а ухожу немного раньше. Это умная стратегия. Как это поможет вам? Это помогает мне обойти трафик и обеспечить более плавную езду. Есть ли у вас какое-то конкретное время, когда вы уходите с работы? Я стараюсь уехать задолго до начала часа пик. Это хороший способ избежать пиковых пробок на дорогах. Да, это экономит мое время и снижает стресс на дороге. Считаете ли вы, что раннее прибытие выгодно и в других отношениях? Да, это дает мне дополнительное время, чтобы освоиться и подготовиться к дню. Всегда приятно провести несколько минут покоя перед началом работы. Определенно, это помогает мне начать день спокойно и сосредоточенно. Что ж, ваш подход к борьбе с трафиком кажется эффективным. Спасибо, Джон. У меня это хорошо работает. Добро пожаловать, Анна. Приятных вам поездок на работу и продуктивного дня. Спасибо, Джон. Ты тоже. Береги себя. Урок 11. Чем вы обычно занимаетесь по дороге домой с работы? Привет, Анна, чем ты обычно занимаешься по дороге домой с работы? По дороге домой я часто захожу в магазин за свежими продуктами на ужин. Это отличный способ убедиться, что у вас есть свежие ингредиенты для блюд. Да, это позволяет мне приготовить полезный и вкусный ужин. У вас есть любимые вещи, которые вы хотели бы забрать в магазине. Мне нравится есть разнообразные овощи, фрукты и нежирные белки. Похоже, это сбалансированная и питательная еда. Это помогает мне соблюдать здоровую диету и получать удовольствие от приготовления пищи дома.
Какие-нибудь советы по эффективному шопингу в магазине? Обычно я заранее составляю список покупок и придерживаюсь его. Это хороший способ сосредоточиться и избежать импульсивных покупок. Да, это помогает мне сэкономить время и деньги. Что ж, похоже, у вас хороший распорядок дня за покупками продуктов. Спасибо, Джон. У меня это хорошо работает. Добро пожаловать, Анна. Наслаждайтесь свежими ингредиентами и приятного ужина. Спасибо, Джон. Ты тоже. Береги себя. Урок 12. Что вы обычно делаете, чтобы расслабиться перед сном? Привет, Анна, что ты обычно делаешь, чтобы расслабиться перед сном? Я расслабляюсь перед сном в 10 часов. Это хорошая привычка. Как вы расслабляетесь? Мне нравится читать книгу или слушать успокаивающую музыку. Похоже, это расслабляющий способ подготовиться ко сну. Да, это помогает мне очистить разум и расслабить тело. Есть ли у вас другие занятия, которые помогут вам расслабиться? Иногда я принимаю теплую ванну или делаю легкую растяжку. Это отличные способы расслабиться и подготовиться ко сну. Безусловно, они помогают мне перейти в состояние покоя. Какие-нибудь советы по хорошему ночному сну? Может помочь в создании комфортных условий для сна и соблюдения режима сна. Это хороший подход к формированию здорового сна. Да, это способствует улучшению качества сна и общего самочувствия. Что ж, похоже, у вас есть хороший распорядок дня, чтобы расслабиться и хорошо выспаться. Спасибо, Джон. У меня это хорошо работает. Добро пожаловать, Анна. Спокойной ночи и сладких снов. Спасибо, Джон. Ты тоже. Береги себя. Урок 13. Я собирался пригласить ее сегодня вечером на неожиданный ужин. Привет, Анна. Я собирался пригласить ее на неожиданный ужин сегодня вечером. Звучит как прекрасная идея. Но я боюсь, что у нее уже есть планы. Возможно, вы можете тонко спросить ее, доступна ли она сегодня вечером. Не хочу испортить сюрприз, если у нее есть планы. Вы можете попробовать спросить ее, не преподнося сюрприз. Это хорошее предложение. Я найду способ спросить ее случайно. Прежде чем планировать сюрприз, важно обдумать ее расписание. Да, я хочу убедиться, что это особенный вечер для нас обоих. Уверена, она оценит ваши усилия. Надеюсь, что да. Я хочу, чтобы этот вечер запомнился нам обоим. Просто пообщайтесь с ней и посмотрите, подойдет ли ей сегодняшний вечер. Вы правы. Я поговорю с ней и найду лучшее время для нашего неожиданного ужина. Удачи, Джон. Надеюсь, все хорошо получится. Спасибо, Анна. Я ценю ваш совет. Добро пожаловать, Джон. Насладитесь неожиданным ужином вместе. Спасибо, Анна. Береги себя. Урок 14. Как насчет того, чтобы заказать пиццу и посмотреть фильм вместе? Привет, Анна. Как насчет того, чтобы заказать пиццу и посмотреть фильм вместе? Звучит как отличная идея. Какую пиццу вы бы хотели?
Я хочу попробовать классическую пиццу с пепперони. Отлично, тогда я закажу большую пиццу с пепперони. Спасибо, Джон. Это мое любимое. Есть ли предпочтение к фильмам? Как насчет комедии или боевика? Звучит неплохо. Давайте выберем забавную комедию, чтобы поднять настроение. Я просмотрю варианты и найду хороший. Не торопитесь и дайте мне знать, когда вы примете решение. Хорошо, я найду идеальный фильм для нашего вечера с пиццей. Жду этого с нетерпением. Будет весело. Я тоже, Джон. Это будет расслабляющий и приятный вечер. Пицца и вечер кино с вами — это всегда самое лучшее. Спасибо, Джон. Ты делаешь его особенным. Мне очень приятно. Давайте отлично проведем время вместе. Абсолютно. Давайте покопаемся и насладимся фильмом. Похоже на план. Пицца и смех — вот и все. Действительно. Давайте сделаем этот вечер незабываемым. Хорошо, давайте все приготовим. Вечер пиццы и кино — вот и все. Не могу дождаться. Давай устроим отличный вечер, Джон. Конечно, Анна. Приятного вечера и заботьтесь о себе. Ты тоже, Джон. Прекрасно проведите время. Урок 15. Помощь в выполнении некоторых домашних дел. Привет, Анна. Ты упомянула, что хочешь, чтобы я помогла мне с некоторыми домашними делами сегодня. Да, Джон. Было бы здорово, если бы вы могли помочь. Конечно, я рада помочь. Что нужно сделать? Нам нужно убрать ванную и пропылесосить полы. Хорошо, я позабочусь об уборке ванной. Спасибо, Джон. Я займусь уборкой пылесосом. Давайте работать вместе и сделаем это эффективно. Согласен, командная работа облегчит и ускорит работу. Должны ли мы начать с ванной комнаты? Да, давайте сначала займемся уборкой ванной комнаты. Есть ли у нас все необходимые чистящие средства? Да, они под раковиной. Возьмите то, что вам нужно. Хорошо, я соберу чистящие средства и начну. Я возьму пылесос и начну пылесосить. Давайте обязательно очистим каждый угол и поверхность. Внимание к деталям важно для тщательной очистки. Я почищу унитаз, вытрю раковину и вымою душ. Я пропылесошу полы и позабочусь о том, чтобы они были чистыми. У нас хорошая команда, Анна. Мы можем это сделать. Конечно, Джон. Вместе мы справимся с чем угодно. Как только мы закончим, мы сможем расслабиться и насладиться чистым домом. Приятно будет отдохнуть в ухоженной обстановке. Давайте приступим к работе и сделаем дом сияющим. Готово, готово, вперед. Давай сделаем это, Джон. Хорошо, Анна. Давайте сделаем дом сверкающим. Удачи, Джон. Давайте выполним эти обязанности. Спасибо, Анна. Удачи и вам. Давайте сделаем все, что в наших силах. Давайте сделаем это.
Урок 16. Планирую играть в видеоигры весь день. Привет, Анна. Я думала о том, чтобы весь день играть в видеоигры. Звучит как забавная идея. В какие игры ты хочешь поиграть? Я имею в виду несколько игр, таких как гонки и приключенческие игры. Хочешь играть вдвоем или в одиночку? Было бы здорово, если бы мы могли играть вместе. Конечно, я готов поиграть. Давайте превратим этот марафон в игровой марафон. Потрясающе. Мы можем по очереди попробовать разные игры. Есть ли у нас закуски и напитки во время игровой сессии? Прежде чем мы начнем, я принесу закуски и напитки. Отлично, важно оставаться в тонусе и увлажняться. Давайте настроим игровую консоль и приготовимся к игре. Я возьму контроллеры и настрою игровую зону. Должны ли мы начать с гоночной игры? Звучит неплохо. Давайте поучаствуем в гонках и посмотрим, кто лучший гонщик. Вызов принят. Приготовьтесь съесть мою пыль. Посмотрим с этим. Я устрою вам жесткую конкуренцию. Давайте вместе повеселимся и насладимся игровым днем. Безусловно, все дело в том, чтобы хорошо провести время. Благодарю вас за то, что вы вместе со мной провели день игр. Без проблем, Джон. С тобой всегда интересно играть в игры. Давайте сегодня подарим незабываемые игровые воспоминания. Я готова к этому. Давайте повысим свой уровень и победим в этих играх. Хорошо, Анна. Игра продолжается. Игра продолжается, Джон. Давайте сделаем это. Удачи, Анна. Пусть игры начнутся. Спасибо, Джон. Пусть победит лучший геймер. Урок 17. Мыть посуду или пылесосить. Привет, Анна. Мне мыть посуду или пылесосить? Как насчет того, чтобы вы помыли посуду, а я займусь уборкой пылесосом? Похоже на план. Тогда я начну с посуды. Спасибо, Джон. Я ценю твою помощь. Без проблем, Анна. Я рада внести свой вклад. Давайте обязательно тщательно вымоем посуду. Конечно, мы хотим, чтобы они были безупречно чистыми. Я возьму пылесос и начну. Отлично, полы будут безупречными в кратчайшие сроки. У нас хорошая команда, когда дело касается работы по дому. Это правда, мы хорошо работаем вместе. Очень важно поддерживать чистоту и порядок в нашем доме. Согласен, в чистом доме комфортнее. Давайте приступим к работе и эффективно выполним задачи. Давайте сделаем это. У нас все засверкает в кратчайшие сроки. Я рада, что мы можем положиться друг на друга за помощью. Я тоже, Анна. Вместе мы можем достичь чего угодно. Как только мы закончим, мы сможем расслабиться и насладиться чистым пространством. Это самое лучшее. Чистый дом так освежает. Хорошо, давайте начнем и сделаем его сияющим. Готово, готово, вперед. Давайте возьмемся за эти хлопоты. Удачи, Джон. Давайте приготовим посуду и полы. Спасибо, Анна. Удачи и вам.
Давайте сделаем все, что в наших силах. Давайте сделаем это. Урок 18. Нужно ли выносить мусор и убирать ванную? Привет, Анна, стоит ли нам вынести мусор и убрать ванную? Да, давайте займемся этими задачами сегодня. Я позабочусь о том, чтобы вынести мусор. Спасибо, Джон. Я займусь уборкой ванной. Обязательно плотно завяжите мешок для мусора. Я так и сделаю, нам не нужны разливы или беспорядки. Я возьму мусорное ведро и выйду на улицу. Не забудьте заменить сумку на новую. Не буду, я позабочусь о том, чтобы все было чисто и аккуратно. Я соберу чистящие средства для ванной. Тщательно очистите раковину, унитаз и душ. Я почищу каждый уголок и сделаю его сияющим. У нас хорошая команда, Анна. Мы можем сделать это эффективно. Конечно, Джон. Вместе мы справимся с любой задачей. Как только мы закончим, у нас будет свежий и чистый дом. Будет так приятно, если все будет в порядке. Давайте приступим к работе и быстро закончим эти дела. Готово, готово, вперед. Давайте сделаем наш дом безупречным. Удачи, Анна. Давайте вывезем этот мусор и очистим ванную. Спасибо, Джон. Удачи вам тоже. Давайте сделаем все, что в наших силах. Пойдем. Урок 19. Пожалуйста, положите его обратно на полку. Анна, ты уронила тарелку. Положи ее обратно на полку, пожалуйста. Мне жаль, Джон. В следующий раз я буду осторожнее. Несчастные случаи случаются, просто будьте осторожнее. Я позабочусь о том, чтобы обращаться с вещами осторожно. Важно избегать ненужных поломок. Понимаю, Джон. Я буду внимательнее. Спасибо, Анна. Давайте предотвратим больше несчастных случаев. Отныне я буду уделять больше внимания. Отлично, мы можем избежать будущих неудач. Я ценю ваше понимание, Джон. Мы все совершаем ошибки, просто учитесь на них. Конечно, я воспользуюсь этим как уроком. Давайте двигаться вперед и будем осторожнее в будущем. Согласовано. Отныне никаких несчастных случаев. Я доверяю тебе, Анна. Я знаю, что у тебя получится лучше. Спасибо за веру в меня, Джон. Добро пожаловать. Давайте сохраним наши вещи в безопасности. Конечно, Джон. Давайте вместе будем осторожнее. Урок 20. Я думаю, что ты потрясающая домохозяйка. Анна, я думаю, ты потрясающая домохозяйка. В самом деле. Спасибо, Джон. Ты так хорошо управляешь домашним хозяйством. Я изо всех сил стараюсь держать все в порядке. Вы отлично умеете убирать и организовывать. Важно создать комфортную среду. Вы также великолепный повар. Мне нравится готовить для нас вкусное блюдо. Ты заботишься обо всех с большой любовью. Я хочу, чтобы все чувствовали заботу. Нам повезло, что вы есть в нашей жизни.
Я благодарна за то, что являюсь частью этой семьи. Ваша самоотверженность и трудолюбие не останутся незамеченными. Спасибо, Джон. Ваша поддержка очень много значит. Ты действительно потрясающая домохозяйка. Я ценю твои доброе слово, Джон. Урок 21. Я приготовлю салат. Я приготовлю салат. Отлично. Я приготовлю чесночный хлеб. Вам нужна помощь в этом. Нет, все довольно просто. Хорошо, просто дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Сгодится. Спасибо, Джон. Добро пожаловать, Анна. Наслаждайтесь приготовлением чесночного хлеба. Я так и сделаю, Джон. Салат тоже будет очень вкусным. Надеюсь, что да. Мы отличная команда на кухне. Определенно. Нам всегда весело готовить вместе. Это правда. Кулинария сближает нас. Это прекрасный способ сближения. Согласовано. Тогда начнем. Да, давайте вместе приготовим вкусную еду. Я приготовлю салат. Отлично. Я приготовлю чесночный хлеб. Вам нужны специальные ингредиенты для салата. Достаточно салата, помидоров и огурцов. Хорошо, я заберу их из холодильника. Спасибо, Джон. Как насчет одежды? У нас в кладовой есть немного итальянской одежды. Отлично. Это мое любимое. Я рада, что вам понравилось. Могу ли я еще чем-нибудь помочь? Не могли бы вы вымыть и нарезать овощи, пожалуйста? Конечно. Я об этом позабочусь. Спасибо, Джон. Вы очень помогаете. Мне очень приятно, Анна. Мы хорошая команда. Определенно. Готовить вместе веселее. Согласен. Кроме того, еда тоже вкуснее. Абсолютно. Домашняя еда лучшая. Я уже представляю, каким вкусным будет наш ужин. Я тоже. От одной мысли об этом я проголодаюсь. Что ж, давайте больше не будем заставлять желудок ждать. Согласовано. Давайте вместе приготовим и насладимся трапезой. Урок 22. Пойдем в продуктовый магазин. Анна, пойдем в продуктовый магазин. Конечно, нам нужно получить все, что нам нужно. У нас есть список покупок. Пока нет, но мы можем сделать его быстро. Отлично, возьму ручку и бумагу. Нам нужны фрукты, овощи и немного мяса. Стоит ли нам также покупать молочные продукты? Да, молоко, сыр и йогурт подойдут. Какой-либо конкретный бренд или тип? Мы покупаем только обычное. Хорошо, что-то еще в списке. Может быть, немного хлеба и яиц. Хорошо, мы почти закончили со списком. Не забывайте о закусках и напитках. Верно, чипсы, газировка и вода.
Отлично, наш список полон. Давайте возьмем кошельки и отправимся в путь. Готовы к работе. Давайте возьмем все, что нам нужно. И, может быть, немного угощений для себя. Конечно, небольшая награда за нашу поездку по магазинам. Давайте сделаем эту прогулку веселой и продуктивной. Абсолютно. Мы идем в продуктовый магазин. Урок 23. Нам было трудно выбрать правильные фрукты и овощи. Анна, нам было трудно выбрать правильные фрукты и овощи. Да, было сложно найти спелые. Думаю, нам следует искать прочные, но не слишком сложные. Это хорошее замечание. Мягкие фрукты могут быть перезрелыми. А овощи должны быть яркого цвета и без пятен. Конечно, мы хотим, чтобы они были свежими и питательными. На это ушло некоторое время, но я думаю, что мы хорошо поработали над их выбором. Согласен. Наши усилия окупятся вкусными блюдами, которые мы приготовим. За качественные ингредиенты стоит приложить дополнительные усилия. Абсолютно. Важно отдавать предпочтение свежести и вкусу. Давайте позаботимся о том, чтобы правильно хранить их и дома, и обращаться с ними. Да, мы должны хранить их в подходящих условиях, чтобы сохранить их свежесть. Я рада, что мы вместе прошли этот процесс. Я тоже. Мы отличная команда даже в сложных ситуациях. Это правда. Наша целеустремленность и командная работа всегда оправдывают себя. Давайте насладимся плодами нашего труда и создадим удивительные блюда. Не могу дождаться. Готовить с тобой — это всегда приключение. Точно так же, Джон. Давайте сотворим кулинарное волшебство. Действительно, давайте начнем и приготовим что-нибудь вкусное. Урок 24. Мы можем просто попытаться запомнить, что нам нужно. Анна, мы просто попробуем вспомнить, что нам нужно. Хорошо, давайте посмотрим, сможем ли мы вспомнить все. Фрукты, овощи, мясо, молочные продукты, хлеб, яйца, закуски и напитки. Верно, у нас есть все. Давайте перейдем к оформлению заказа. Надеюсь, мы ничего не забудем. Я буду следить за товарами в корзине. Отлично, давайте закончим наш шопинг без проблем. Нам удалось завершить покупки без каких-либо сбоев. Это облегчение. Теперь давайте вернемся домой. Мне не терпится разгрузить продукты и расслабиться. Это был довольно продуктивный день. Безусловно, мы многого добились. Спасибо за то, что вы отличный партнер по покупкам, Анна. Спасибо и тебе, Джон. Пойдем домой и насладимся остатком дня. Согласовано. Пришло время расслабиться и насладиться покупками. Давайте приготовим вкусное блюдо из ингредиентов, которые у нас есть. Похоже на план. Давайте воспользуемся нашими продуктами по максимуму. Абсолютно. Домой, милый дом, вот и мы. Пойдем. Направляемся домой. Урок 25. Возможно, я не самый лучший в покупках. Анна, возможно, я не самая лучшая в покупках. Ничего страшного, Джон. У всех нас есть свои сильные стороны.
Я просто благодарна за то, что ты рядом со мной. Спасибо. Я с радостью помогу. Вы организованы и все упрощаете. А вы отличная компания и поддержка. Вместе мы создаем идеальную команду. Верно. Мы хорошо дополняем друг друга. Я ценю ваше терпение и руководство. Мне очень приятно, Джон. Мы занимаемся этим вместе. Я и мечтать не могла о лучшем партнере по покупкам. Очень любезно с вашей стороны это сказать. Давайте продолжим решать проблемы вместе. Конечно, Джон. Мы можем справиться со всем, что попадется нам на пути. С тобой я чувствую себя счастливой и уверенной в себе. И я чувствую то же самое, Джон. Мы отличная команда. Давайте и дальше будем поддерживать и поощрять друг друга. Определенно. Вместе мы можем достичь чего угодно. Спасибо, Анна. Я благодарна за твое присутствие в моей жизни. Спасибо и тебе, Джон. Я чувствую то же самое. Урок 26. Остерегайтесь этого кипятка. Анна, берегись этого кипятка. Нет, спасибо, что предупредили меня. На кухне безопасность всегда стоит на первом месте. Я чуть не пролил все на себя. Будьте осторожны при работе с горячими жидкостями. Я постараюсь быть осторожнее. Несчастные случаи могут произойти, но мы должны их предотвратить. Вы правы, мы должны уделять приоритетное внимание безопасности. Давайте в следующий раз воспользуемся рукавицами для духовки или держателями для кастрюль. Хорошая идея — это защитит наши руки. И не забывайте держаться на безопасном расстоянии от плиты. Я учту это, спасибо за напоминание. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Безусловно, мы всегда должны проявлять бдительность. Готовить приятно, но мы должны быть начеку. Согласен, безопасность никогда не должна подвергаться риску. Теперь, когда мы в курсе, давайте продолжим готовить. Да, давайте проявим осторожность и закончим трапезу. И помните, командная работа обеспечивает нашу безопасность. Безусловно, вместе мы можем предотвратить несчастные случаи. Отлично, давайте продолжим готовить и будем в безопасности. Конечно, давайте закончим начатое. Урок 27. Зачем нам полотенце под рукой? Анна, зачем нам полотенце под рукой? Оно нам нужно, чтобы стереть все пятна или грязь. Ах, в этом есть смысл. Это умная идея. Это помогает поддерживать чистоту и безопасность на кухне. Безусловно, полотенце – полезный инструмент. Важно своевременно устранять разливы. Таким образом, мы предотвращаем несчастные случаи или проскальзывание. Кроме того, более гигиенично иметь чистое рабочее пространство. Согласен, чистота на кухне очень важна. Давайте всегда будем держать полотенце под рукой. Хорошая идея, нужно сделать это привычкой. Это небольшой шаг, который может иметь большое значение. Безусловно, полотенце может сэкономить время и силы. И это поддерживает порядок в нашей кулинарной среде. Я рада, что у нас под рукой есть полотенце.
Для меня это тоже простое, но практичное решение. Давайте продолжим готовить, зная, что мы готовы. Конечно, давайте устраним любые разливы с помощью нашего надежного полотенца. Вперед к чистой и вкусной еде. В этом дух, Джон. Давайте начнем готовить. Урок 28. Я купил тебе цветы. Анна, я купила тебе цветы. А как же заботливо с твоей стороны, Джон. Я думала, они скрасят твой день. Это так мило. Спасибо. Ты заслуживаешь чего-то особенного. Ты всегда знаешь, как заставить меня улыбнуться. Я рада, что они вам нравятся. Они прекрасны. Я ценю этот жест. Это просто маленький знак моей признательности. Что ж, для меня это очень много значит. Ты заслуживаешь всего счастья в мире. Спасибо, Джон. Ты потрясающий. Добро пожаловать, Анна. Ты заслуживаешь самого лучшего. Мне повезло, что ты есть в моей жизни. И мне тоже повезло с тобой, Анна. Эти цветы сделали мой день ярче. На это я и надеялся. Миссия выполнена. Еще раз спасибо, Джон. Ты лучший. Мне очень приятно, Анна. Для тебя все что угодно. Урок 29. Знаете ли вы, где находится ближайшая станция метро? Анна, вы знаете, где находится ближайшая станция метро? Да, ближайшая станция находится всего в нескольких кварталах. Это удобно. Сколько времени нужно, чтобы туда дойти пешком? Пешком мы займем около 10 минут. Отлично, мы можем сэкономить время, воспользовавшись метро. Определенно, в такой пробке это быстрее, чем ехать. Легко ли найти станцию? Да, оно хорошо обозначено, и по дороге есть указатели. Отлично, тогда мы не потеряемся. Не волнуйтесь, я хорошо знаю маршрут. Стоит ли покупать билеты до приезда? Мы можем купить их на станции. Так удобнее. Сколько стоит стоимость проезда? Это $2,5 за поездку. Это разумно. Давайте убедимся, что у нас есть наличные или карта. Отличная идея, нам не нужны сюрпризы. Я с нетерпением жду поездки на метро. Для меня это тоже удобный способ передвижения по городу. Спасибо, что помогаете нам, Анна. Добро пожаловать, Джон. Давайте сейчас отправимся на станцию. Отправляемся. Урок 30. Как туда добраться? Анна, как нам туда добраться? Добраться туда можно, повернув направо на светофоре. Понятно. Значит, нам просто нужно идти по дороге. Да, продолжайте движение прямо, пока не дойдете до светофора. А потом мы поворачиваем направо, верно? Да, поверните направо на свет, и он будет слева от вас. Это большое здание или его легко найти? Это большое здание с вывеской, поэтому его должно быть легко заметить. Звучит просто.
Спасибо за указание. Нет проблем, рады помочь вам найти свой путь. Я рада, что вы здесь, чтобы ориентироваться. Я там уже бывал, поэтому знаю дорогу. Это обнадеживает. Давайте будем следовать вашим указаниям. Просто сосредоточьтесь и следите за светофорами. Сгодится. Готовы к поездке? Конечно, давайте пойдем в правильном направлении. Вперед к месту назначения. Пойдем, Джон.